Если завтра вас не станет, вы бы хотели, чтобы вас кремировали или похоронили? Казалось бы, такой простой вопрос. Но каждый раз, когда я его задаю, люди словно замирают. И большинство не знает, что ответить. Мы все знаем, что мы уйдем. Поздно ли, рано. Но почти никто не знает, что будет дальше. Да, это очень сложная тема. В нашей культуре не принято о ней говорить. Почему так? Что происходит с душой после ухода? И главное, мы можем вообще выбрать свой путь, как покинуть эту землю? Рамджи, почему в Индии традиционно тела кремируют? Да, я отвечу очень просто. Огонь, как написано в Ригведе, я цитирую, «Огни, прими наше тело, отправь нашу душу к предкам богам, там, где нет скорби и страха». Ванакам. Очень интересная тема у нас сегодня. Но она не то, что интересна, она, наверное, очень достаточно сложная. Мы с тобой долго собирались ее. Да, я очень долго подготовился. Я думаю, что я могу ответить на вопросы. А почему именно такой путь освобождения? В ведической философии. То есть ты предлагаешь сразу вот с ведической точки зрения? Да, почему? Потому что все, что у нас в основном делается, они имеют корни именно из Веды. Вот. Угу. С ведической точки зрения, с ведической философии есть 5 Махапанчапута, если перевести 5 стихий. Ну, как у нас, мы все их знаем, да. Да, вода, воздух, огонь, земля и эфир. Угу. И по нашей философии тело, когда после того, как душа покидает, она должна быть возвращена к этим стихиям. Вот. Если тело предается земле, то это захоронение. А если кремируют, то это огонь. Просто путь через огонь быстрее. Душа освобождается намного быстрее. А кто это вот установил такое, что она быстрее таким образом освобождается? Это же, наверное, естественный вопрос. Вот нас сейчас смотрят, они зададутся вопрос, а кто это решил, что она вот именно так освобождается? Да? То есть, что именно быстро освобождается? А потому что огонь – это единственный из 5 стихий, который очищает и освобождает от привязанности. Вот когда ты предаешь к земле тело, это не происходит так быстро, когда ты его сжигаешь. Но единственное, только я вот могу сказать на своем опыте, да, то есть через знакомых каких-то близких, кто, допустим, кремировал своих близких, вот все говорили, что человек практически не снится. Да, то есть вот как будто как все. А вот если ты предаешь земле, ты еще какое-то время, вот тебе-то человек снится, ты чувствуешь его присутствие рядом, да, чего греха таить, я так вот помню эти переживания со своим отцом, когда он умер. Да, а вот те, кто кремирует, почему-то говорят, что как будто все, как вот ты даже не ощущаешь рядом после кремации этого человека. То есть да, я вот на основании этого считаю, что огонь действительно быстро вот как-то человека освобождает. Огонь – это не разрушитель. Это как бы проводник, чтобы душа переходила в другое состояние. Поэтому мы выбираем всегда, скажем так, кремацию. Да, потому что смерть – это не конец, это только начало. Я вот хочу просто вот в этом выпуске поговорить исключительно только вот об этом факторе. Почему кто-то кремирует, да, а кто-то предпочитает захоронить тело в земле. Это такой на самом деле философский подход в жизни. Он у каждого человека встает этот вопрос. Я, честно говоря, если мы берем религиозный контекст, на этот вопрос смотрю еще с экологической точки зрения. Вот мне когда задают вопрос, я для себя точно решила, что я за кремацию. Но тебя я не спрашиваю, потому что я и так это знаю. Да. Да, это кремация. Вот мы с тобой по-любому будем кремировать себя, да, это уже решенный вопрос в нашей жизни. Но я даже, когда меня спрашивают, всегда отвечаю таким образом, что это выбор мой даже не столько, сколько религиозный, а сколько экологический.
Вот я бы хотела именно экологическую часть вопроса затронуть. А здесь очень просто объяснить. Вот если чисто вот отбросим религиозный вот это все, да, вот чисто экологически, население Земли растет. Нету специально отведенных мест, допустим. Даже если они есть, через сколько-то лет эти земли будут осваиваться. Значит, там лежат останки наших предков. Ну да. Вот. Их могут... Никто не знает, что они будут этими останками делать. Это первое. Второе. Человек умер, например, от очень тяжелой болезни. Это все протекает в землю. Планета наша столько эпидемий перенесла. Да. И третье. Вот, например, ты похоронила, например, родственников, близких, ну, например, отца или матери. И потом, по каким-то жизненным обстоятельствам, ты уезжаешь совсем куда-то далеко. И у тебя нет возможности, или даже, может быть, у тебя есть возможность, а детям, внукам, правнукам нет возможности, например, посещать, например, могилу своего прадеда или прабабушки. Слушай, ну вот это вообще, вот правильно ты сказал, это супер. Потому что я еще, первое, это экологичность для меня, да, второе, я не люблю приходить на кладбище. Но я обязана, например, посещать, но сейчас в связи с обстоятельствами я это не могу сделать, да, а вот могилу, допустим, там своего отца. И как бы это настолько сложно, что ты живешь так далеко, да, и там где-то вот захоронен твой близкий человек. Да. И я всегда помню, что мы с отцом долго спорили, и он был много лет согласен за кремацию. И вот сейчас я, когда даже прихожу на кладбище там или приходила, да, я вижу, сколько много одиноких могил. Да, которые не ухаживают. Не ухаживают. Это какая-то боль, которая у тебя внутри сидит. Да, не потому что они не хотят, просто, может быть, их нет. Может, даже в живых уже нет. Живых уже нет. Может быть, они переехали в другой город или в другую страну даже. Но еще будем честны. Сколько поколений нас помнят? Но это даже не имеет, например, значения, если ты кремируешь или... Нет, вот если, допустим, вот захоронил, ну кто? В лучшем случае это еще внуки. Ну вот я хожу к бабушке с дедушкой, да, допустим, там на могилу сюда приду. Все. Правнуки уже маловероятно. Ну, маловероятно, да. Ну, будем честны. Это могут быть только твои дети и внуки. А потом твоя могила все равно обречена остаться одинокой. А вот религиозный контекст. Мне очень понравилось, как ты в свое время мне когда-то сказал, что почему огонь? Огонь – это же не только мы через огонь уходим с этой планеты, мы же и приходим через огонь. Да, я скажу, никто не говорит холодная любовь. Никто не говорит, да? Да. Говорят страстной, горячей любви. Значит, там, где страсть, там есть огонь. И огонь как раз дает жизнь. Взять, например, ну, я, конечно, не очень силен в астрономии, да? Если научной точки зрения говорят, наша галактика появилась из-за какого-то взрыва. Да. А взрыв из-за холода не может произойти. Ну, взрыв может произойти только из-за огня. Ну, правильно, да. То есть вот между мужчиной и женщиной, то есть накаляется вот эта страсть. Искра, как мы говорим, пролетела искра страсти, да? И вот она зажглась, и что? Зарождается жизнь. Да. То есть мы приходим через огонь и уходим через огонь. И самое интересное, еще одно скажу, это, наверное, если у нас среди подписчиков есть физики, они могут тоже оставлять свои комментарии. Когда энергия трансформируется с одной формы в другой, она обязательно дает тепло. Да, это логично. Да, она не дает холод. Хорошо, Рамджи, а вот скажи мне, пожалуйста, но я знаю, что есть исключения, что в Индии не кремируют, не кремируют, а именно происходит захоронение. Что это? Это, скажем так, особые люди, которых мы хороним. Угу. Что это за люди? Это люди седы. А почему мы их хороним, они кремируют? Потому что они уже при жизни освободились от своих привязанностей. Они вышли из этой иллюзии.
жизненные иллюзии, в котором обычный человек живет. А почему огонь? Огонь как раз разрушает эти иллюзии. Слушай, а вот что-то я никогда не... Интересно, надо вот прочитать мне сейчас будет найти. А Сай-Бабу, его кремировали или хоронили? Хоронили. Хоронили, да? Хоронили. Потому что я знаю, что его хоронили, потому что он же святой. У него огромная еще энергия, и он отказался, вот скажем так, от привязанности, да, вот, например. И не было у него там. Он, наоборот, служил очень много, да, людям. Вот. Вот служение. А когда еще не кремируют в Индии? В каких еще случаях? Не кремируют маленьких детей. Вот почему? А потому что они еще, как сказать... А до какого возраста? Ну, до 5, до 6 не кремируют, потому что они еще ангелы. Они еще не вошли в вот этот человеческий, скажем так, как это сказать, вот эти, зависть. Дети, они непосредственны. Они не боятся, они не выбирают, они знают только чистую любовь. Они чистые, поэтому чистых тоже не кремируют. Слушай, потому что они уже очищены. А огонь почему? Огонь очищает. Да, им очищаться не надо. Им очищаться не надо. И также этим святым тоже очищаться не надо, потому что они тоже чистые, они поняли смысл жизни. Да, это простые смертные вот так и не поняли. Да, это мы постоянно живем в иллюзии, какие-то фантазии. А мне еще вот понравилось, может быть, это, конечно, не к тему этого выпуска, но это, может, как раз уже вот эта следующая тема, когда, кстати, обязательно подпишитесь, кто еще не подписан, поставьте, пожалуйста, лайк, потому что следующая тема, мы на этой теме не заканчиваем, это серия тем именно посвящена тема вот, захоронения, кремация, жизнь после смерти. Мы вот обязательно хотим осветить эти темы с ведической точки зрения, поэтому, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Но я хочу еще, Рамджи, вот скажи мне, помнишь, ты мне рассказывал такую интересную вещь, что маленьких детей, особенно первенца, всегда... сделают надрез. Надрез, да. Вот объясни нашим вот зрителям, почему так делают в Индии. Перед захоронением, если ребенок умер, например, по болезни, или, например, что-то случилась какая-то бытовая авария, и первенца, прежде чем захоронить, сделать надрез. Значит, кровь выпускают. Почему это делают? Потому что это продолжитель рода. И он несет всю генетическую информацию этой пары, отца и матери, да? Вот с отцовской стороны и материнской стороны. Вот. И если ты надрез не делаешь, его могут использовать этого ребенка, тело этого ребенка для лечения магии. То есть с точки зрения, чтобы никто не воспользовался энергией. Потому что он... Но это, давай поправим, это касается только исключительно первенца. Первенца, да. Только не первенца. Важно, это девочка или мальчик? Не имеет значения, да. Не имеет значения. Обязательно сделается надрез. И, значит, даже если там было... исключение составляет только в том случае, если там был хирургический вмешательство. Вот что человеку выбрать, кремацию или захоронение? Это выбор каждого. Выбор каждого. Вот, наверное, стоит, убрать религиозный контекст. Да, вообще религиозный контекст. Если убрать, например, сейчас в современном мире, исходя, например, о экологии, о том говорили. Вот. Это мое мнение. Я никого не хочу, например, принуждать или говорить, что... навязывать, да. Да, навязывать и сказать именно это правильно, да. Я, например, сторонник кремации. Вот. Сторонник кремации, да. А если у человека, например, как его воспитали, например, по христианским или по мусульманским обычаям, что ему только это так и должно быть, это его выбор, да, скажем так. Но земля же, она тоже освобождает душу. Земля освобождается, но я еще раз хочу подчеркнуть, процесс освобождения долгий. Скажу. Может быть, это тоже опыт души. Вот человек родился в этой жизни, например, где-то в Европе, в христианской семье. Да? Опять-таки, очень интересно. Тут надо, например, провести параллель. Огонь очищает, освобождает, тела нет полностью, душа влетает
да, страдает, не может звать. Тут также тело лежит В земле. в земле, страдает, мучается, но никто ей не приходит на помощь. Но поскольку еще тело в земле, вот почему часто умершие снятся. Потому что они таким образом питаются, да, вот. Какие-то сигналы дать, да? Сигналы, да. Потому что еще вот эта привязка к телу есть, да, и человек еще имеет эту оболочку, я думаю. Ну, вот я лично так вот интуитивно это все для себя и понимаю. Вот если мы говорим про европейцев, у европейцев принято в кувшинчике хранить. А я знаю, что в Индии, да, вот наоборот, надо быстрее даже пепел освободить. Да. С ведической точки зрения это табу. Это табу, да. Почему? Потому что я опять возвращаюсь к этим 5 стихам, вот о котором говорил. Тело должно быть, пепел должен быть либо в воде, или в воздухе он должен выбрасывать, что тело действительно, вот это тело вернулось в исходную какую-то энергию. Да, откуда ты пришел, туда и пошел. Да. И самое интересное, вот сейчас что-то у меня такая мысль в голове, а ведь же бывают утопленники. Это тоже стихия воды. Люди, которые умирают неестественной смертью, вот, например, в таких ситуациях, как, например, авария, суицид, это отдельная тема. То есть мы, давай, наверное, отдельно рассмотрим люди, которые покинули этот мир неестественным путем. Да, неестественным. Это что? Это значит могло быть самоубийство, убийство, авария. Авария, да. Да, вот что-то такие. Да? Вот 3 случая, там совсем другая. Дорогие, спасибо, что вы были с нами. Обязательно подпишитесь, кто не подписан, поставьте лайк, и мы скоро продолжим эту тему. Спасибо, что вы были с нами. Всем хорошо, спасибо. До новых встреч.